Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. И речь сегодня пойдет о особенном треугольнике, на котором держится вся магическая битва. Да, все верно, речь идет о Годжо Сатору, Сукуне и Тодзи Фушигуро. Каждого из них мы проанализируем, подумаем, почему они приняли те или иные решения по ходу сюжета и затронем их философию. Приятного тебе просмотра, а я начинаю. И хотелось бы, чтобы отправной точкой был Сукуна, король проклятий, или же как раньше его называли, сильнейший маг в истории. До недавнего времени нам была неясна его мотивация и мировоззрение. Однако, начиная с 214 главы, эта завеса тайны мало-помалу начала открываться. И как это всегда случается в аниме, философия антагониста кардинально отличается от протагониста. На вопросы Тадори, почему вы все не можете жить нормально, почему вам просто необходимо сеять несчастье, Сукуна ответил, причем достаточно честно и достаточно объемно. Я бы скорее спросил, почему вы все настолько слабы, и почему, невзирая на свою слабость, настолько привязаны к жизни. Как создания, что рассыпаются от малейшего прикосновения, желают не мимолетного счастья. Вам, слабакам, нужно довольствоваться бедствиями, которые выпадают на вашем пути, и не пеняйте на них, раз они вам не по зубам. Да, Сукуна не признает слабых, но увы, нам все еще не раскрывают причины, почему. А как вы считаете, предоставят нам Сукуну в более вариативном свете, как это было с Аказой, где ненависть к слабым была основана на подлости как способу борьбы против сильных? Или Сукуна так и останется воплощением зла или же стихийного бедствия без особой на то причины? С удовольствием почитаю. Также стоит понимать, Сукуна не ненавидит человечество, ему даже нет дела до такой сущности как человек. Он равносильно ненавидит слабаков. Причина в том, что слабые сбиваются в группы, а социум мешает развитию в понимании короля проклятий. Это четко видно в диалоге с Дзёго в его предсмертной сцене, которая является единственной в манге, где Сукуна проявил человеческий эмоции, проявив эмпатию к кому-либо за силу, что его оппонент продемонстрировал. Давайте подробнее. Вулканоголовый, не скрывая истинных, пусть и ванильных намерений, открылся. Мы хотели стать настоящими людьми. Сукуна без троллинга понял это и пошел в философию. Сравнение себя с другими ведет к слабости. Чтобы достигнуть высот, подобных Годжо Сатору, нужно отбросить свою личность, будущее, сжечь свои желания в пепел. Но ты не смог со всем этим справиться. В этот момент Дзёго, как и мы, принял эти слова, думая, что далее пойдут оскорбления наподобие его ничтожности и слабости, как проигравшего. Однако слова, что сказал Сукуна, были совершенно иными. Знаешь, это было весело. Люди, чародеи, проклятые духи, ты не так уж и плох в сравнении с теми, с кем я сражался 1000 лет назад. Выше голову. Ты силен. Да, это полностью описывает всего Сукуну, он признает только сильных и даже демонстрирует нормальные, равноправные отношения по отношению к ним. Хоть сам уровень силы определяет он сам. Но, увы, эта сцена обламывается слезами Дзёго. Это были слезы гордости, быть может, радости. Но Сукуны они расценивались как слабость, конечно же, поэтому он тут же совершил каминг-аут или вызвал извержение вулкана. Получается довольно-таки интересно, цитата о презрении к слабым, но уважение к тому, кто оказался слабее тебя в битве, с небольшим подбадриванием второго. Если резюмировать, то Сукуна думает следующим образом. Лишь непоколебимый, самодостаточный и по-настоящему могущественный воин может стать счастливым в этом мире. Остальные должны оставаться элементами пищевой цепи. Сила, как способность навязывать другим свою волю, это основа мира для него. Также здесь таится и вторая часть, связанная с Сатору Годжо, ибо Сукуна признает его заслуги и жертвы, на которые он пошел ради силы. Это ясно с самого начала, еще с первой встречи с Годжо, когда Сукуна прямо сказал, что когда-то он убьет его. И удивлением, почему это Сатору не лидер текущей эпохи, то есть это не вяжется с его мировоззрением. Так что хоть Сукуна и уважает сильных, скорее всего он впервые встретил равного, что и было стимулом с самого начала для соперничества, ибо двоих сильнейших быть не должно. Это и является слоганом текущих глав манги, которые я разбираю зачастую по средам на стримах. Сильнейший маг текущей эпохи против сильнейшего мага в истории. Кстати, про Сукуну и Годжо. Между этими, казалось бы, настолько разными персонажами достаточно много параллелей. И я говорю не только об исключительной силе. Итак,
по пунктам. Начнем с эгоизма. Сатору, будучи обладателем бесконечности и 6 глаз, с детства воспитывался в обожании и вырос крайне эгоцентричным. Думать о себе для него обычное дело. Более того, в ранние годы он был помешан на себе и игнорировал других, смотря свысока на шаманов и тем более на обычных людей. И уже будучи учителем, он наставляет своих учеников тому же. В 58 главе он говорит Мегуми: «Желать нужно большего». То есть не бояться быть эгоистом, наглым, отбросить скромность и сдержанность, не бояться видеть себя в центре. Сукуна, в свою очередь, известный эгоист до мозга костей, его волнует только он и его собственные планы. А те, кто не умеет думать лишь о себе или не хотят так делать, вызывают в нем презрение и становятся лишь пешками в его планах. Скажу на будущее, каждый из пунктов также относится к Тодзи, с некоторыми исключениями. Второй пункт. Лишь они одни достойны. В этой фразе Гэгэ буквально делает параллель между ними. Одна и та же фраза используется и в момент просветления или же вознесения Годжо в битве с Тодзи, и в момент демонстрации демонической сущности Сукуны, который без разбора уничтожает всех, кто ему не мил. Но если в случае Годжо этой фразой подчеркивается его исключительность и эйфория от вкуса нового витка развития, то в случае Сукуны подчеркивается его эгоизм, ведь он оперирует лишь собственными удовольствием и неудовольствием, ничто другое не определяет его желания. И третий пункт — это изменение эпохи. Одно лишь их присутствие меняет баланс в мире, причем не в лучшую сторону. Сукуна — это бедствие, несущее неисчислимые разрушения и насилие в мир своим господством. Кульминацией игры на выбывание стало его освобождение или же отречение от Юдзи, и именно начало игры Кэнзяку предвещал словами: «Золотая эпоха техник снова здесь». Между тем, рождение Годжо стало поворотным моментом для магического общества. Таким образом, рождение ребенка с 6 глазами или же 6 глазами и бесконечностью становится признаком перевеса сил. С Сукуной разобрались, но что же по Белобрысому? Поворотным моментом в развитии персонажа стала смерть Аманаи и в добивании отказ от собственного мировоззрения от Сугуру. Это подкосило Сатору, но и дало стимул для большего развития. Всю арку, которая сейчас идет в аниме, можно назвать катализатором рефлексии, которая в дальнейшем будет сопровождать Годжо. Он, кстати, отказался от прошлых взглядов, мол, все люди слабаки и лишь сильнейшие могут менять реальность, и пошел более безопасным способом. Что есть реальность и почему она становится пагубной? Это зависит от людей, от поколения, которые населяют текущую эпоху. Поэтому основной целью Белого стало воспитание хороших людей, меняющих реалии бытия. Одним словом, достойных. Он сохранил свою агрессию по отношению к верхушке, которая правит миром шаманов, и сдержал сказанные слова еще в начале, когда Итадори выступал в статусе мертвеца. Фраза, которую он обронил: «А может мне поубивать всех председателей?» Она воплотилась в реальность, и за это уважение Сатору. Все в стиле Хайзена, бога нашего. Но насколько эффективную стратегию выбрал Годжо? Как по мне, в ней нет никакого смысла. Стремление создать в кавычках белый мир без частицы зла в нем, это все обречено на провал. Именно сложные, тяжелые времена родили сильных людей, которые создали хорошие времена. Те, в свою очередь, породили слабых. Они же снова вернули тяжелые времена. Желание Годжо — это создать одну хорошую эпоху, чтобы потом и она стала пережитком прошлого. Но увидим, что из этого выйдет. По закону жанра добро всегда побеждает зло, а мы в свою очередь напоминаем Гарроу и болеем за зло. Это крайне забавно на самом деле, сейчас поясню. Думаю, не будет секретом для моей аудитории, что я не люблю Годжо и Годжо-фагов в частности. И наверное настало время объяснить почему. Это двоякие стандарты людей. Сатору эгоист, сильнейший маг своего поколения, в прошлом также ненавидящий слабаков, считающий их мусором. Гений сражений, ЧСВшный чел, который буквально говорит «я сильнейший». Причем выдавая эту фразу, не подкрепляя это ничем, кроме лора и его исключительности из-за наследственной техники клана. То есть он просто родился таким, сам ни хрена не сделал. И люди обожают его. Да. Вы не считаете это абсурдом? Годжо-фаги обожают Сатору, но ненавидят и презирают людей, которые ведут себя так же, как он. При всем при этом хейтят Сукуну как персонажа, совсем не видя, что он негативное отражение их любимчика. Такой же, как сам Годжо, ибо Сукуна также, зачитываю, эгоист, сильнейший маг своего поколения, ненавидящий слабых, сохранивший эту философию. Гений сражений, ЧСВшный чел, который буквально говорит «я сильнейший». Причем подкрепляют эту мысль все персонажи, сам Сатору, другие шаманы.
проклятия, кендзяку. Грубо говоря, двуликий это тот же сильнейший, но не только среди шаманов. Ибо за Сукуной количество техник, которые он собирал на протяжении 1000 лет, а это разрезы, огоньки, идеальная сфера, которую ему вручила Йородзу, еще хрен пойми сколько всего, и теперь техника 10 теней. И да, это его техника, это трофей, который он взял, оружие его противника, она присвоена и усовершенствована им. Ибо важно не само оружие, а то, как ты его используешь. За Сукуной 1000 лет опыта в многовековых войнах и так далее, у него батл IQ высшие, ну по логике вещей. Весь абсурд ситуации заключен во всем, что я описал. Годжо обожаем за то, что люди не любят в жизни. Сукуна же отражает 80, если не 90% самого Сатору, за исключением отношения к людям сейчас, только он является антагонистом, поэтому все схожести с Годжо становятся причиной его ненавидеть. Лицемерие ли это или неосознанность, решать только тебе, дорогой зритель. А я закончу еще одним персонажем, я говорю о Тодзи Зенин, ныне Фушигуро. Как по мне, он является симбиозом характера Сукуны и Годжо, с отсутствием великой цели как таковой. Именно поэтому этот Шугар Дэдди так нравится зрителю. Добро, зло, какая разница, пока у тебя есть деньги и азарт к жизни. Доминация в социуме и свобода выбора. Такой раскрепощенный образ жизы вытекает из его детства. Родился он в клане Зенин, топ-1 клан по ЧСВ в отношении к проклятой энергии. И вот будто назло или в карму к клану у него вообще не было этой самой проклятой энергии. Называлось это небесное проклятие. Юного Тодзи часто гнобили, так же как и наказывали. Свой шрам на губе он получил как раз таки в детстве, когда того загнали в яму с проклятиями, которых он не видел, но поубивал. После этого происшествия соклановцы разделились во мнениях. Одни продолжали считать его бельмом, другие, напротив, уважали Тодзи как монстра по физическим показателям. Но и тех, и других объединял страх по отношению к нему. И сам Тодзи начал чувствовать это. Гнобление с детства прекратилось благодаря его силе. Когда он покинул клан, у всех осталось послевкусие на устах. Существование Зенин не что иное, как прихоть Тодзи, ибо убийца магов мог перерезать всех его участников, как позже сделала Маки. Амбиции папки были огромны, он жил на полную катушку и остепенился разве что в один момент, и то на небольшой период, когда у него родился ребенок. Однако Тодзи не отличался моральной составляющей, поэтому после смерти его супруги он ушел за хлебом. Менял женщин, жил за их счет, брал заказы на убийство, короче кайфовал. Но лучше всего его характер показывается в сражении с Годжо. Азарт, маниакальность в битве, жажда быть сильнейшим, все, что является олицетворением и Тодзи, и Сукуны, и Сатору, убьет именно первого. Он пойдет буквально против своих инстинктов, которые били тревогу, и потерпит поражение от Годжо, рассказав перед смертью о своем ребенке. Фушигуро старший показывает нам другую сторону магической битвы, манга которой основывается на в первую очередь проклятых техниках. А именно, есть выход превратить слабость в силу. Я обожаю таких персонажей, которые отказываются от энергии и отдают все чистой физухе. В этом и заключается особенность Тодзи. Его пример буквально показывает, как ярко может гореть человеческая жизнь, от гнобления в детстве и статуса неудачника до монстра. Главного убийцы, который в ненужный момент проигнорировал свои инстинкты из-за детского гештальта. Доказать всему миру, что он сильнейший, тем самым отомстить всем шаманам и миру, который они создали. Все три персонажа позиционировались как сильнейшие в том или ином аспекте. Маг, проклятие, человек. Всех объединяет общая черта – эгоизм в различнейших его проявлениях. И у меня есть мнение, что ни один из них не останется в живых по итогу. Ну и в конце я, конечно же, спрошу, кто из данной троицы вам понравился больше всего, и самое главное, аргументируйте почему. Например, мое личное предпочтение падает на Тодзи, как исключительного человека, который обернул проклятие в силу и сгорел максимально ярко в погоне за собственными желаниями, не волнуясь о глобальной цели. Ну а далее уже идут Сукуна и тем более икона девочек Годжо. С тобой был Рабаши, это канал про аниме и не только. Присоединяйся к нам, ибо впереди много интересного контента. Также рекомендую мою группу в Телеграме и Бусти, где сидят спонсоры роликов, которые ты так любишь смотреть. Вот никнеймы. Спасибо и еще увидимся. Чумба.